Доброго вечера, мы из Украины, меня зовут Рауль, вы дивитесь проект «Украина в огне». Вчера я некоторое время мучил Google в поисках поговорок про турок. Очень похоже, что когда их придумывали, в мире царили ксенофобия и расизм. Обсуждение в основном проходило в закрытых этнических группах, где никто не модерировал комментарии и посты. С тех пор ксенофобия и расизм никуда не делись, но к ним добавились нормы поведения в социальных сетях и суровое наказание за любое неполиткорректное высказывание. Короче, я не могу озвучить ни одну из поговорок о турках, потому что меня не просто забанят, а удалят каналы на всех платформах. Поэтому я придумал свою поговорку: покірне турчатко двох маток се. По-русски: ласковый турчонок двух коров молоко сосет. Все эти месяцы я с большим интересом наблюдал, как мечется меж огней с пахлавой медовой и шавермой ядреной всенародно избранный султан Турции Реджеп Таyyip Эрдоган. Он торгуется с ЕС и США, он личный друг Путина и большой друг Украины. И здесь, конечно, в голову приходит уже целый сборник поговорок и цитат. У Турции нет постоянных партнеров, есть постоянные интересы. Или «люблю друзей, люблю подруг, я сам себе отличный друг». К чести Эрдогана, он никогда публично не признавался в любви ни к России, ни к Украине. Просто бизнес. А теперь коротко о достижениях Эрдогана на экономическом фронте. Пункт 1. За роль нейтрального транзитера украинского зерна Турция получает скидку в 25% от рыночной стоимости. Это около $100 на тонне. Если еще проще, Украина планирует реализовать зерна на $10 миллиардов. 2,5 миллиарда получит Турция. Пункт номер 2. На недавней встрече в Сочи Эрдоган и Путин договорились довести товарооборот стран до $100 миллиардов. Пункт номер 3. Турция создает авиакомпанию для рейсов в Российскую Федерацию, и это одна из немногих стран, которая не прекратила авиасообщение с Россией. Она главный авиахаб для россиян. Турецкие туроператоры получат и частично получили $300 миллионов на поддержку своей работы в Российской Федерации. Пункт номер 4. Турция – тихая гавань для российского бизнеса. Только в течение марта, когда Украина была атакована со всех направлений, в Турции было открыто 1000 компаний со 100% российским капиталом. Яндекс, Авито, Тинькофф просто перевезли своих сотрудников в Турцию. Пункт номер 5. Яхты Абрамовича и Медведева перебрались в марины Турции. Это зеленый свет для остальных. Тихая гавань в прямом смысле. Пункт номер 6. Знаменитые байрактары будут производиться в Украине, уже даже куплена земля. Турция при этом продает Украине беспилотники. Один даже подарил, а может даже несколько. Путин, в свою очередь, попросил наладить производство байрактаров в России. Пока не договорились. Но Эрдоган пообещал платить за газ частично в рублях и предлагает широкие возможности для российской платежной системы МИР. Пункт номер 7. Турция закрыла Босфор для военных кораблей России. При этом Турция не считает, что Украина победит военным путем. Эрдоган сторонник худого мира на очень кривых условиях для Украины, без понятных гарантий со стороны агрессора. И это единственный политик после пограничника с острова Змеиный, который хоть о чем-то может договориться с Путиным. И он это делает. Попытки Эрдогана играть в царя Мидаса, который прикосновением своей руки любой предмет превращает в кебаб, в золото, уже конкретно разозлило Евросоюз. Я не удивлюсь, если в кулуарах Таyyипа называют не Мидасом, а Мидарасом. И я их понимаю. Пока Германия, Франция, Италия и другие участники конвенции никак не могут всосать во все горло русскую нефть и газ, Эрдоган зарабатывает грубые миллиарды долларов и создает себе имидж влиятельного политика мирового уровня. Я подозреваю, что у Макрона от этого мигрени, а у Шольца скисает пиво и прокисает яблочный штрудель. И проблема уже не только в Турции, а в самом Евросоюзе. Еще в марте я говорил, что эта война не только похоронит такие организации, как ООН, МАГАТЭ и Красный Крест, но и существенно изменит расклад сил внутри Европейского Союза. Репутационные потери международных шарашкиных контор трудно переоценить на сегодня. Над ними просто смеются, а страны-доноры в шоке от того, куда шли средства налогоплательщиков. По ЕС все еще интереснее. В первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину стало понятно, что как минимум Германия, Франция и Италия были парализованы страхом. Их лидеры были шокированы, деморализованы и явно не готовы к военному ответу. Сейчас уже очевидно, что главная ошибка Путина заключалась в том, что он напал на Украину, а не вторгся в страны Балтии. ЕС и НАТО их бы сдали с потрохами, а храбрым литовцам, латвийцам и эстонцам банально не хватило бы времени, сил и глубины фронта.
Март 2022 года стал моментом прозрения для не первых экономик Евросоюза, и они начали свою игру с тотальной поддержкой Украины всеми доступными ресурсами. И здесь, конечно, трудно переоценить вклад США и Британии, которые тупо лечили Шольца и Макрона током, большими разрядами. Разумеется, в марте месяце многие из нас также поняли, почему Британия свалила из Европейского Союза. Союз британского льва и декоративных тузиков был невозможен еще со старта. Теперь, по мнению премьера Польши Матеуша Моровецкого, Евросоюз ждет глубокая реформа, и с главенством Германии и Франции, когда их слово является решающим, пора заканчивать. На этом фоне турецкий базар, который устроил Эрдоган для обхода санкций, выглядит настоящим вызовом для лидеров Евросоюза, и если Мидораса не приструнить, тогда уже жди беды. Например, от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в моей шкале волшебных пуделей Мидорас чистый и незамутненный, и уже давно. Что планирует ЕС? Пока идет разговор об уходе крупных европейских компаний и банков из Турции. Для тех, кто не в курсе, Турция состоит в НАТО, но не в ЕС. Ее заявку еврочиновники рассматривают вот уже 35 лет, и после августовских кульбитов время может увеличиться вдвое. На данный момент США и ЕС имеют данные, что как минимум 5 турецких банков активно помогают Российской Федерации обходить санкции. Как по мне, на данный момент очевидно, что вопрос по санкциям предрешен. Осталось понять, когда и каким пакетом будет остановлен турецкий кульбит Таипа Эрдогана. Я бы очень хотел поговорить сегодня также и о том, как Украина помогает российскому бизнесу уходить от санкций и как мы жуем сопли по вопросу национализации российских активов. Но это тема отдельного выпуска, і он назріває. А зараз хвилинка корисної інформації автовласникам в умовах війни. Незважаючи на тяжку ситуацію в країні, страхові компанії продовжують свою роботу та робити страхові виплати. А отже, якщо у вас закінчився або вже підходить строк дії автоцивілки, я рекомендую оновити ваш поліс на авто за допомогою сервісу Hotline Finance. ДТП в країні, на жаль, ніхто не скасовував. А платити з кишені за пошкодження авто комусь, особливо зараз, точно нікому не потрібно. Більше того, з Hotline Finance ви ще й зекономите на страхуванні. Електронний поліс на законодавчому рівні на 10% дешевше за паперовий. На сервісі немає агентських комісій, а завдяки наявності близько 100 пропозицій ви точно зможете вибрати найкращий поліс для себе. Після оплати карткою отримаєте готовий поліс одразу на ваш емейл. І нагадую про мій промокод 2HP. Додайте його при оформленні та отримаєте гарантовану знижку 50 гривень. Посилання та промокод залишаю в описі до свого відео. І також пам'ятайте про те, що і наш проект, і компанія Hotline допомагають ЗСУ. Также вы знаете мое незыблемое правило. Наши выпуски мы всегда стараемся закончить хорошими новостями. И их у нас сегодня много. На днях в пабликах Лаптистана и его сателлитов Домбили и Бомбаса со скоростью лесного пожара распространились фотографии с обломками доселе невиданной американской зверюги с кодовым названием AGM-188HRM. Оказывается, это американская ракета, которая создана для уничтожения радаров и зенитно-ракетных комплексов. Благодаря зверюге с 5 по 7 мая ЗСУ уничтожили 14 единиц ЗРК и РЛС России. Это разгром на грани погрома. Просека в обороне российских войск, через которую могут просочиться байрактары и авиация. И это очередная убедительная победа западных типов вооружений над второй армией в мире со счетом 14-0. Почему эта ракета настолько эффективна? Из того, что я понял, это специальная противорадарная ракета с дальностью действия до 150 километров. Ее можно запрограммировать на конкретные координаты или просто запустить в район работы вражеского ПВО для самостоятельного обнаружения целей. Сама ракета имеет малые размеры, разгоняется до скорости в 2200 километров. Боеголовка ракеты весит 66 килограмм и содержит в себе 66 тысяч поражающих элементов. Это означает, что конец не только радару, но и всему вокруг. Вишенка на торте. Ракета предназначена для запуска с самолета. Разумеется, самолета стандарта НАТО. Поэтому лаптеэксперты выдвинули две версии. ЗСУ уже на самолетах НАТО. ЗСУ научились запускать ракеты с наземных пусковых установок. Третью версию подбросил заместитель министра обороны США Колин Каль. В недавние пакеты военной помощи мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут быть выпущены с украинских самолетов и могут повлиять на российские радары и другие вещи. Это цитата.
Короче, похоже, у нас новый супергерой, и к Хаймарсике и рок-группе «Три топора» присоединяются американские поющие ракеты «Агюшки-188». Сезон охоты на Лаптистанский зенитно-ракетный комплекс С-300 открыт. И я даже не могу представить, в какой ступор и в какое затупье впал Лаптистан, когда оказалось, что ансамбль поющих ракет «Агюшки-188» это был лишь разогрев перед выступлением настоящих тяжеловесов военной эстрады. Но начнем с географии. От нашего переднего края до военного аэродрома Саки в оккупированном Крыму 200 километров. На данный момент существует несколько версий произошедшего. Удар баллистическими ракетами с дальностью действия 300 километров, которые пришли по ленд-лизу. Удар крылатыми ракетами «Нептун», которые были модернизированы для работы по наземным целям. И последняя версия – неосторожное курение авиационных бомб. В результате ЧП на авиабазе, по версии России, сначала никто не пострадал и не погиб, а самолетов даже прибавилось. И это была бы вполне жизнеспособная реакция тоталитарного режима на очередной жидкий факап системы. Секс-символ России Маргарита Симонян призвала отдыхающих выдыхать и смело идти на пляж. Но тоталитарный режим в очередной раз забыл, что живет в 21 столетии, и скрепное население одновременно верит в мумию Ленина, Иисуса Христа и животворящий iPhone. Уже через 10 минут после ЧП на авиабазе в социальных сетях появились десятки видео как от обычных зевак, так и от работников МЧС. И официальная версия начала трещать по швам. Мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. Тихо, тихо, тихо. Что, надо ехать. Нет, это что, какой-то трэш. Мам, да домик ничего нам не сделает, твой деревянный домик. Хотя сама по себе она была прекрасна, и я ее озвучу. Итак, после чтений Достоевского в ленинской комнате на авиабазе в Саках группа офицеров обсуждала выступление Путина, где он сообщил россиянам о начале борьбы с алкоголизмом, что по сути означает борьбу против своей армии. Офицеры разнервничались, кто-то закурил самокрутку, и комната, заполненная алкогольными парами, вспыхнула. Наверное, будет лишним сообщать, что само помещение находилось в центре оружейного склада и что в связи с отсутствием финансирования офицеры смастерили себе лавки из авиационных бомб. Судя по расстоянию между столбами дыма, стол был не короче, чем у Путина, когда он принимает свою челядь. Видимо, по этим же причинам так трудно обнаружить пострадавших, но слава богу, что сразу была ясна причина. Зато российские сотрудники МЧС легко прояснили масштабы детонации авиабомб. На парковке в 400 метрах от авиабазы разметало все автомобили. В домах в радиусе километра и больше повыбивало оконные рамы. Ничего экстраординарного для украинцев, но новый опыт для коллаборантов и россиян. Раскрылась и тайна увеличившегося количества самолетов. Если считать фрагменты, то реально выходит больше. Хвост плюс кабина, лежащая в 10 метрах, это уже 2 Су-24. А вот по информации украинской разведки, как минимум минус 9 российских самолетов. Что мы имеем на данный момент? Пробки на Крымском мосту, у местных жителей резко появился украинский акцент, многие нагло шокают. Продвинутые россияне записываются на ускоренные курсы украинского «Паляниця, хлебиночка». В военном плане в ближайшее время авиаударов по югу Украины станет значительно меньше, а вот удары по военным базам в Крыму станут обычным делом. Это означает, что знаменитое ПВО России дырявое не только против оружия НАТО, но и наших «Нептунов». Возможно. Но не будем забегать наперед и сейчас просто насладимся всеми стадиями принятия от российской пропаганды. Вот, например, если вчера Маргарита всех призывала спокойно идти на пляж в Крыму, то сегодня она говорит следующее. Что бы ни случилось и не случалось, твой долг поддерживать свою страну, свой народ и свою армию. Не ной, не истери, не критикуй. Поддерживай. Критиковать будем, когда победим. То есть Маргарита выходит, что никогда. І що-то как-то сильно запахло потеплінням дерзкого крейсера «Москва». На цьому все. Ви дивилися проект «Україна в вогні». Пам'ятайте про те, що Російську Федерацію буде зруйновано. Слава Україні!